Ну что, начнем. В принципе, расскажу вам важное о предстоящем в данной лекции. Я даже не могу назвать это лекцией, наверное, будет больше что-то познавательное, плюс у нас будет немножко общения. К сожалению, только через чат, потому что стрим так расположен. В принципе, я привык общаться с глазу на глаз, видеть реакцию людей. Поэтому по возможности пишите что-то в чат, какие-то реакции, вау, класс, супер, говно и так далее. Поэтому будет понятно, насколько вам полезна данная информация. Вот, пройдемся по пунктам. У нас будет первое, это знакомство. Представлюсь я, немножко узнаем, кто у нас тут в чате. Второе, я покажу основы работы в Figma. Это будет полезно как и разработчикам, так и дизайнерам. У нас тут тема дизайнер против разработчика или отдел дизайна против отдела разработки. Третье это просто дизайн против разработки. Но тут ничего такого противостояния нету, есть просто полезная информация, которая будет и тем, и другим. Поэтому основы работы в Figma будет полезно как для разрабов, так и для дизайнеров. Вот. Покажу вам распространенные ошибки и приверстки, что происходит, на что надо обращать внимание, как работать с анимацией. Это будет полезно и разработчику с точки зрения кода, и дизайнеру, как эту анимацию реализовать. Ну и в конце я назвал этот блок «Моис, подскажи». Мы как раз я буду отвечать на ваши вопросы, поэтому желательно подготовьте их в ходе всей лекции. И я буду отвечать по вопросам, которые будут приходить в чат. Как говорится, окей, let's go. Вот. Будем знакомы. Меня зовут Маис, я лид-дизайнер Hello Lab. Все, что я вам сейчас покажу, расскажу, я дошел до этого годами, методом тыка, что-то пробовал, изучал разные программы и так далее, применял их в работе, понимал, что получается, а что нет, набивал много шишек, и поэтому данная лекция будет полезна вам минимизировать эти удары мизинцем об угол тумбочки, стула и так далее. Поэтому будет для вас полезно. Напишите, пожалуйста, в чате дизайнер, если вы дизайнер, разработчик, если вы разработчик или как-то связанный с кодом, чтобы я понимал, кого тут больше, кого меньше и на каком языке разговаривать. Дизайнер, PM, Zign, дизайнер, дизайн лид, директор, разработка. Так, вначале дизайнеры штормили чат, теперь разработчики, PM подключились. Ну, в принципе, класс. Круто, что все есть. Начнем пункт второй. Это Figma для начинающих. В принципе, много было программ, как Photoshop, Sketch, Adobe XD, Zeppelin и так далее. Это все, которое работает в совокупности с дизайном и разработкой. Я вам покажу, какие есть определенные фишки в Figma, которые вам нужно знать и которые вам помогут вам, именно разработчикам, использовать функционал Figma с точки зрения разработки. Ну и полезно будет для дизайнеров, которые совершают какие-то ошибки, используя весь интерфейс Figma. Вот поступил к вам макет, и вы его видите, вам нужно понять, как он построен, какая тут сетка, какие отступы и так далее. В макете в Figma включаются колонки с помощью горячих клавиш. На Mac это Ctrl-G или Option-G. На Windows это Ctrl-Shift-4.
Вот, поэтому есть такая проблема у дизайнеров в основном, это когда есть макет, вот тут у нас справа создаются эти колонки. И дизайнеры нажимают на глазик, чтобы это выключить. Или разработчики, наверное, заходят в макет и выключают эту сетку в макете. Для этого есть эти горячие клавиши. Один раз нажал, включил, один раз нажал, выключил. Это удобно для всех, и для дизайнеров, и для лидов, и для дизайнеров, которые переходят следующими на этот проект, чтобы не бегать и не тратить время на переключение функционала. Все знают эти горячие клавиши, нажимают, и все работает. Поэтому дизайнеры не нажимаем этот глазик, разработчики могут его не найти, и, соответственно, посмотреть, как работает сетка, они не смогут. Так что популярный сейчас мем: не делайте так, потому что будет очень больно и будут кричать и ругаться. Так, покажу вам на реале, как это происходит. Вот есть у нас макет. Нажимаем Option G или Ctrl-Shift-4, и мы включаем-выключаем сетку. Соответственно, видим, как у нас построен левый блок, правый блок, сколько у нас занимает колонок и так далее. Но если вот здесь нажать, то вот эта кнопка, горячие клавиши, уже не работает. Соответственно, начинается поиск, как же это включить, если кто-то об этом не знает. Еще очень полезная вещь, это как разработчикам, так и дизайнерам использовать горячие клавиши. Это быстро вам поможет создать ту или иную картинку, shape, написать текст, переместить, выбрать что-то и так далее, чем просто кликать по всему интерфейсу, который здесь находится. Как проверить? Нажимаем сюда, Keyboard Shortcut, и смотрим, какие у нас есть здесь горячие клавиши. Очень важная вещь, что если вы видите строковые кнопки, этот функционал вы менее всего используете. Когда синяя, то чаще всего используются горячие клавиши. Соответственно, если я сейчас нажму Shift-P, определила Figma, что я это использую, и показал, что уже когда-то использовал такие горячие клавиши. Поэтому совет использовать горячие клавиши, это будет очень полезно вам в работе. Часто я слышу, вот, я созванивался перед тем, как провести эту лекцию с разработчиками, и мне задали вопрос, как, в принципе, быстро выбрать тот или иной объект, если тут слои неправильно названы или что-то бегает, где-то объект один вне группировки и так далее. Вы можете нажать Ctrl или Command на Mac, тем самым просто нажать на объект, он у вас выделится среди слоя, и вы быстро можете попасть на тот или иной объект. Да, я смотрю сразу в чат вопросы, возможно, я отвечу. Да, я вижу, что вопросы. Давайте я попробую ответить их в конце всей лекции, чтобы сейчас не отвлекаться, и, возможно, в ходе презентации будут те ответы на ваши вопросы, которые вы сейчас задаете. Вот, и как я уже сказал, что я созванивался с разработчиками, и помимо того, что как это все использовать быстро с помощью горячих клавиш, не бегать по слоям, я обнаружил, что самая большая проблема для разработчиков и для дизайна сайтов и разработки сайтов — это... Давайте напишите варианты. Как вы думаете, какая основная проблема и ошибка для разработки?
Нет стейтов, экспортировать, числа с запятыми, тяжело делать экспорт фотографий. Не согласовать макет с разработчиком на стадии дизайна. Нет дизайна для всех вариантов компонентов. Да, в общем, основную проблему, которую я понял для разработчиков, это дизайнер. Это самая большая проблема, потому что он что-то придумает, потом разработчик говорит: о, нет, давайте по-другому, это нельзя реализовать, или это можно надолго, а у нас уже там выделены сроки и так далее. Соответственно, это на самом деле шутка, потому что мы все работаем в команде, и желательно, вот как уже отметили, несогласованность дизайна с разработчиками. Нужно общаться, коммуницировать со всей командой, понимать скиллы разрабов и дизайна, чтобы это все в тандеме хорошо работало, и вы получили в конце отличный продукт. Опять покажу вам на реальном примере. Например, я тут видел про экспорт и про дроби. Если макет чуть сдвинут, мы нажимаем, например, на Option и можем тем самым, указывая мышкой, смотреть, какой у нас отступ от того или иного объекта. Например, мы видим, что здесь у нас выделена эта группа. Нам нужно определить этот отступ. Мы зажимаем Alt или Option и наводим на этот объект. Соответственно, мы видим это расстояние. Нам не нужно мерить это квадратиками, как это было в фотошопе когда-то, или смотреть там, высчитывать эти отступы вручную. Мы просто здесь наводим и смотрим. Это если макет идеально сделан с точки зрения дизайна. Поэтому, дизайнеры, соблюдайте, пожалуйста, все эти отступы, чтобы потом не было таких вопросов, как дроби и так далее. Но бывает такая проблема, что у нас есть, к примеру, контейнер. У нас отступ, допустим, от этого объекта от левого края 150 пикселей. И бывает, что какой-то контейнер, случайно съехал. Например, вот так. А все остальные, они идут идентичные. Из личного наблюдения, что делает разработчик? Он отмеряет здесь отступ, заверстал, видит, что здесь другой отступ, и, соответственно, так же само верстает, потому что был такой дизайн. Опять же, тут проблема коммуникации. Можно узнать, уточнить, специально ли сделан этот блок так или нет, потому что с точки зрения дизайна можно использовать какие-то маневры, использовать объекты вне сетки для того, чтобы показать какую-то динамику или объект в параллаксе и тому подобное. Соответственно, если нет ответа или вы не коммуницируете с дизайнером, то включайте критическое мышление. Если это единичный случай, соответственно, это, возможно, ошибка, и его нужно верстать так, как и остальные блоки. Так, вижу вопросы. Я отвечу, ребят, в конце, потому что сейчас это будет долго. По поводу экспорта. Как и ранее говорил, при нажатии на Command или Ctrl мы можем выделить объект быстро, не используя левую часть слоев. Например, мы нажимаем на вот это и видим, что у нас выделился объект. Так же само мы можем кликать 2 раза мышкой и попадаем на тот или иной объект. Например, нам нужно попасть на вот эту кнопку. Раз, два. Вы попали в слой, в котором он находится, и выбрали тот или иной объект. Переходим в экспорт. Мы нажимаем на экспорт. Сразу здесь в превью видим, как она выглядит, есть ли какие-то артефакты или нет. Чаще всего лучше использовать в 2х PNG, SVG-шку, и тогда вы получаете SVG и PNG формат экспортированный. Есть еще другая вещь. Мы можем нажать правой кнопкой Copy-Paste As и делать Copy as SVG. У вас тогда копируется код SVG, который вы можете вставить себе в
в редактор. Он выглядит примерно вот так. И, соответственно, это и у нас есть картинка или кнопка, которая у нас в макете. Также можно с помощью Inspect Mode посмотреть, что это, какие у него параметры по CSS. Также само выбрать здесь цвет, посмотреть параметры теней и так далее. То есть с помощью инспекта быстро вы можете сверстать ту или иную кнопку, чтобы как минимум посмотреть, как оно смотрится в макете, и, возможно, уже докрутить на него какие-то дополнительные эффекты, которые описал дизайнер. Как же все-таки описывать или анимировать, я сейчас покажу чуть далее в самой презентации. Мы как раз приближаемся к анимации, как описывать анимацию. И вот вы сейчас видите экран, оно сделано в фигме, так же самое, как и вся презентация, все переходы, все анимации, они сделаны в фигме. Переключение данного текста тоже сделано в фигме за счет дилея, за счет разных шрифтов, цветов и так далее. И потом вставлен в макет, и анимация проигрывается автоматически. Понял, правый нижний видно за видео, показываю еще раз. То, наверное, на моменте экспорта не было видно, я сейчас покажу. Сейчас видно, да? Да, видно. Вот, повторюсь, вот здесь справа вы можете выбрать PNG, желательно выбирать 2х. В превью моде вы видите, как выглядит этот объект при экспорте. В данном случае ошибка в том, что это названо frame 3. Дизайнерам внимательно нужно описывать каждый слой, если он важен. То есть, например, button — это button. Это у нас логотип icon или просто icon. Для того, чтобы при экспорте уже было название файла, и так же самое в SVG-шке, в CSS, это все было названо, и вы сделаете красивый, четкий макет, и, соответственно, для разработки им не нужно им не нужно механически сидеть и называть как-то слои, называть по-своему и так далее. Вот. И так же самое здесь выбираете SVG формат, и в Inspect Mode можете посмотреть те параметры, которые вам предоставляют при разработке. Так, возвращаю себя на место. Вот, по поводу анимации. Вот перед вами есть пример проекта, который сделан тоже в фигме. И вы видите анимацию. Она полностью сделана в фигме, так же самое, как и ховер-стейты, как и активы, ховеры на кнопке, даже эффект параллакса при движении мышки сделаны. Это все сделано в фигме. Как это выглядит в макете? Это выглядит вот так. Примерно, если посмотреть на стейты кнопок, кто-то писал про стейты, это выглядит как UI-кит или маленькая дизайн-система, которой видно каждый стейт. Но если, например, вот у нас есть кнопка, она у нас находится в компоненте, мы с помощью дизайна создаем вариант, в котором немножко перекрашиваем цвет, и это у нас будет ховер. Как же этот ховер показать на анимации? Мы выбираем кнопку дефолтную, переходим в прототип. Кстати, важно варианты тоже называть вот здесь, например, ховер. Мы переходим в прототип, и у нас появляется вот такая вот точка опорная. Мы за нее перетягиваем,
и выбираем вариант с ховером. Дальше мы здесь выбираем while hovering и используем Smart Animate для того, чтобы показать плавность анимации. Здесь мы показываем изинги этой анимации. Есть easy in, линейная, по стандарту идет easy out, но как сделана здесь анимация, вот эта вот быстрая, резкая, я чаще всего для такой мультяшной анимации использую кастомный изинг с помощью графика. Я вот так перетягиваю. И, соответственно, у нас есть быстрая анимация с одного в другой объект. Но на кнопках можно показать линейное, и вам не нужно заморачиваться. Например, возьмем сейчас вот эту вот кнопку, поставим ее в макет, и мы видим, что у нас в слоях только одна кнопка, но к ней уже привязана материнская анимация. Вот, то есть у нас есть материнский компонент, это дочерний. Если мы сейчас посмотрим на этот фрейм и будем наводить мышкой, то видим, что проигрывается анимация ховера, как это может быть реализовано именно на сайте. Вот. Соответственно, как посмотреть, какой тут изинг, какая плавность анимации, что на что меняется, если есть у нас в прототипе прописана анимация. Мы выбираем первый материнскую кнопку, материнский объект, который имеет анимацию. Нажимаем Inspect, и у нас здесь появляется, помимо всяких параметров цвета и так далее, появляется пункт Interaction, в котором уже прописано, что она работает при ховере. Этот объект меняется на объект под названием hover с такой-то анимацией, с такими изингами кривыми, как easy out, в течение 300 миллисекунд. Если вы нажмете Copy, то у вас в коде будет закомментировано, что это ховер на что-то с какой анимацией. И, соответственно, есть параметры этой анимации, что есть easing easy out с таким-то duration в 300 миллисекунд. Соответственно, у вас будет похожая анимация, как реализована в Figma. Это такой быстрый курс, как можно сверстать легкую анимацию. Что касаемо анимации по типу вот этого параллакса, зацикленности и так далее, это уже как preview mode для того, чтобы показать разработчику и показать клиенту, как это будет примерно реализовано. А разработчик, имея свой навык использования каких-то библиотек, анимации и так далее, может понять, что сюда прикрутить, чтобы, вот, допустим, был такой вот эффект параллакса при движении. Соответственно, мы пришли к тому пункту, вопроса. Я вижу, что много вопросов по поводу анимации, как заанимировать или зациклить строку. Я думаю, что именно тему анимации мы оставим на следующую лекцию. Я попробую подготовить полностью лекцию про то, как создавать эти компоненты, как анимировать и так далее. Я вам могу показать, как у меня заанимирован первый слайд. Я здесь сделал анимацию типа make it friendly, есть хлопок. Анимация Марвела прошла. И у меня есть отдельный компонент по двум стейтам материнский, куда я привязал дочерний сюда, и, соответственно, проигрывается анимация. У меня есть анимация каждому слайду, как она проигрывается. Чтобы вылетала эта картинка, вы видите, что у меня есть спрятанная картинка. То есть, если рассуждать логически, это покадровая анимация. Вот, соответственно, тему анимации я бы затронул на следующей лекции. Если это интересно, ставьте плюсики, то я проведу уже следующую лекцию именно про анимации, и отдельно это будет полезно и дизайнерам, и разработчикам, чтобы понимать, как мы это все прикручиваем, накручиваем и так далее.
Вот, поэтому мы пришли к блоку с вопросами. Давайте будете писать вопросы. Желательно те, кто задавал вопросы, написать еще раз, потому что в чате она может потеряться. Я буду отвечать по очереди, как они будут поступать. На чем я работаю? Я работаю на MacBook Air 2020 года. На операционной системе Monterey. Так, а у нас все макеты по сетке. Что делать, если включил сетку и блоки не выровнены по сетке? Что касается слоев на этапе лидинга, проверяется, сгруппированы ли слои, можно ли возвращать диск на доработку. Да, мы стараемся все макеты делать по сетке. Если они не по сетке, что-то съехало и так далее, если судить по конвейеру, по каким-то работе на заводе, то это брак, и возвращайте его обратно, чтобы его переделали. У нас был четкий пример, один из проектов, там SVG-шки при экспорте пиксели бились, и Оля, лид разрабов, возвращала макет и просила экспортировать или переделать SVG-шку для того, чтобы оно хорошо смотрелось. Так, коли в дизайні дві теми, наприклад, темна та світла, як знайти розробну кольору? Хороший вопрос. Здесь создается два макета. Темная и светлая тема. Желательно вот это обсуждать с разработчиком, чтобы понимать, ну, на самом деле мне до сих пор непонятно, как привязывается темная или светлая тема в ходе разработки. Но с точки зрения дизайна есть четкие гайдлайны, как должна выглядеть темная тема, как светлая, если мы говорим про ночную. Там есть определенные оттенки темно-синего и какие кнопки должны быть на этом фоне, чтобы не смотрелось сильно контрастно и не светило так же само, как и белый фон. Что, ребят, вопросы закончили? Что-то новых вопросов не приходит. Тогда я иду наверх и буду искать сейчас вопросы. По экспорту я уже ответил. Какие частые ошибки у дизайнеров при передаче макета в разработку? Частые ошибки, вот мы обсуждали как-то, что нужно чаще всего создавать уже UI-кит, который выглядит примерно вот так, со всеми стейтами на кнопках и так далее. Использовать все желательно в компонентах, чтобы они имели уже свои какие-то параметры. Так, сейчас. Имели свои параметры, и чаще всего надо указывать, если это Google фонд или купленный клиентом, то надо передавать доступы и на шрифт так же само. И, соответственно, правильно называть слои и использовать ровные четкие отступы, чтобы при верстке единожды, грубо говоря, указались отступы в контейнере, там справа-слева, и тогда весь макет четко был сверстан по тем правилам, по которым вы нарисовали. Так, если слои не сгруппированы, тоже возвращать? Или вы такое не проверяете? Мы стараемся, я говорю, мы это с точки зрения лидов, проверять и напоминать дизайнерам, которые рисуют макеты, чтобы они группировали слои и правильно их называли.
потому что нам так же самое неудобно, когда нам нужно что-то переместить и слой уехал, то да, если они не сгруппированы с точки зрения, что в нем есть какой-то, допустим, есть иконка, она не сгруппирована. Например, возьмем, да, вот эта кнопка у нас, и здесь у нас есть иконка, а здесь у нас есть текст. И если этот текст сгруппирован с кнопкой, то есть мы видим, что это вроде один объект, но когда мы перемещаем, то видим, что это не сгруппировано. Если так происходит и это является частью кнопки, то да, лучше писать об этом дизайнерам, чтобы пересмотрели макет, если там часто такая ошибка. Если нет, то я думаю, что не затруднит. Это плохо, не делайте так. Но если разработчик может мыслить, что эта иконка здесь, и такой вот плохой дизайнер это не добавил в кнопку, если это единожды случай во всем макете, то можно, в принципе, понять, как это сверстать и использовать, если вам это не мешает вашему workflow. Каждый экран нужно в отдельные фреймы помещать, или это не обязательно? Нет, это не обязательно. Я считаю, что это плохой пример макета. Я его нашел на самом деле в Figma комьюнити, первый попавшийся, для того, чтобы показать, как использовать тот или иной элемент и включать сетку. Заметил, что такая вещь происходит, когда экспорт скетча в Figma, он почему-то определяет фреймы, но по сути фрейм в данном случае это группа. То есть у нас есть группа header, у нас есть группа numbers, у нас есть группа feature. Это может быть группа, а может быть фрейм. Фреймы нужны, когда нам нужно внутри основного макета сделать еще одну какую-то сетку. Но такое не часто происходит, поэтому просто группа. Покажи, плиз, еще раз параллакс презы. Покажу. Вот мы двигаем мышкой, и у нас происходит этот параллакс. Потом могу отдельно рассказать, как это сделать, либо на лекции по анимации, либо лично могу рассказать. Какие рекомендации по общению, что больше всего раздражает вас как дизайнеров? О, это хорошая вещь. Из опыта тоже расскажу. У меня был друг в одной компании, разработчик, который мыслил визуально. Я встретил, что есть разработчики, которые мыслят блочно и структурированно, что вот здесь есть блок, и все, это вот отступ такой-то, и я сверстал красиво по четким циферкам, и все правильно. Но есть дизайнеры, есть разработчики фронтендеры, которые мыслят визуально, которые когда-то видели супер крутую анимацию и понимают, что в жизни хотелось бы реализовать ее на каком-то проекте. Видишь проект, понимаешь, что здесь похожая анимация. Можно подискуссировать с дизайнером, подходит ли эта анимация здесь или нет. И почему я привел пример друга. У нас был как-то проект в одной компании, где анимация была следующая. Когда у нас, допустим, есть картинка, ну или текст, и оно появляется из плашки. То есть у нас есть какая-то черная плашка. Сначала тут все пусто, выезжает плашка, уезжает плашка, и появляется текст. В данном проекте нам хотелось реализовать именно такую идею, и этот разработчик говорит, я знаю, как это сделать, он сделал. И в меру того, что вот эта анимация, она происходит типа вот так же раз, а потом два, мы назвали это ухух. Внутри компании это было кодовое слово, и когда на каком-то проекте нам надо было использовать эту анимацию, я говорил, Игорь, делаем здесь ухух, просто комментировал, что вот тут ухух, он такой, все понял, сделал, все четко получилось и красиво. Поэтому по общению не дам какой-то супер секрет, вам нужно быть на одной волне, понимать, что вы одна команда, и никто не тянет одеяло, типа, вот это мой дизайн, ты его испортил, или твой дизайн плохой, и я вот такой не буду верстать. Поэтому желательно, как и в первом слайде, make it friendly, дружелюбно подходить ко всем моментам и с пониманием
что, возможно, какие-то вещи нагружают сайт, возможно, какие-то супер там 3D-шные вещи, как WebGL или Canvas, они будут нагружать, это реализуемо, но тогда все остальные какие-то приемы, там ховеры, всплывания, параллаксы, они будут уходить на второй план, потому что много будет забирать внимание вот этот эффект и так далее. Если вы в ходе дискуссии поймете, что есть какие-то такие вот моменты, их можно исправить, это не повредит дизайну, это не повредит отделу разработки и не повредит клиенту, то почему бы и нет. Какие проблемы бывают при создании адаптива и передаче его программистов? Хороший тоже вопрос. На днях мы обсуждали. Мы чаще всего делаем десктоп-версию и мобайл-версию. Проблема возникает в том, что есть еще промежуточный, как таблет. Желательно этот таблет тоже создавать в дизайне. Когда обсуждал, я думаю, что нужно нашей sales команде и прочее тоже об этом рассказать, чтобы все были в курсе по поводу процессов, чтобы тоже включался в скоп работы и таблет-версия, потому что это облегчает понимание этих всех размеров экрана и как себя ведет тот или иной объект при адаптиве. Потому что когда у нас есть десктоп и мобайл, то он резко так не упадет, и какие-то элементы по типу там вот такой иконки или какой-то параллакс в мобайл-версии может выглядеть, точнее в таблет-версии может выглядеть не так, как мы придумали, а будет выглядеть на десктопе и на мобайле. Соответственно, тогда, когда ты на планшете смотришь, что дизайнер тоже будет злиться, что его макет якобы испортился, но это и его же тоже проблема, потому что он изначально не продумал, как это будет реализовано на таблет-версии. Тут Маша одни вопросы. Интересно, как сделать параллакс. Да, я на следующем стриме покажу. Конкретно сделал это Сережа. У нас есть он в чате с ником Moonser, поэтому можете ему поаплодировать и сказать спасибо Сереже. Я думаю, что он вместе со мной подключится на следующий стрим по анимации и расскажет с точки зрения motion дизайна, как в After Effects, так и в Figma, такие вот приемы. Можно ли на этапе разработки предлагать изменения дизайна? Скажем, какой-то элемент хочется упростить, чтобы его быстро можно было сверстать. Или мы понимаем, что анимация будет тормозить. По поводу анимации я уже сказал, лучше обсуждать и находить какие-то компромиссы, потому что клиенту чаще всего он не знает, какая там будет анимация, если это прям не согласовано, не утверждено на базе дизайна. Вот, а если какой-то элемент хочется упростить, опять же, этот элемент надо понимать. Если это кнопка, то если ее упростить там из градиента в какой-то другой цвет, потому что градиент там весит в коде чуть больше, то такое нежелательно делать, потому что уже утверждена стилистика. За счет упрощения, соответственно, стилистика всего сайта, весь его бренд, фирменный стиль, он пропадает. Маша, я на твои вопросы больше всего ответил. Как передать фоны? Хорошо, расскажу. Тоже проблема в дизайне бывает, что этот фон вылазит за пределы самого фрейма. То есть визуально мы видим, что все ок смотрится, а если посмотрим с точки зрения кода, то он выезжает за фон. При экспорте разработчики могут вот этот фон сместить и экспортировать его. Соответственно, он тогда начинает тянуться, съезжать и так далее, и плохо работает. Тогда такие фоны лучше вгонять в рамки фрейма, который у вас есть, для того, чтобы при экспорте, во-первых, было так, как вы задумали, и ничего никуда не поехало,
и смотрелось это при верстке тоже хорошо. Так, вот фон у Маши хороший пример, его гемор не верстать, чем фон. Упростить фон или что сильно ухудшает дизайн. Да, это основная составляющая данного дизайна, потому что если будет просто прямоугольный, то он уже становится скучным и не передает какую-то игривость данного проекта. Соответственно, я вам не отвечу, как это верстать, я не разработчик, но у вас есть лиды в компании, в команде разработчика, которые вам расскажут, как использовать вот такой вот кусок в макете, чтобы это все хорошо смотрелось. На реальном проекте вам тоже покажут, потому что точно помню, что такое было. Если градиент заходит на второй блок, Маша, я не совсем понимаю, как градиент заходит на второй блок. Лучше, наверное, либо скинуть ссылку на картинку, либо потом спросить, я отвечу лично. Я, наверное, спрошу вас и скажу спасибо за внимание. Буду потихоньку закруглять данный стрим. Он был очень базовый, но есть какие-то определенные вещи, которые вам были, наверное, полезны. Также, если мы говорим про Figma Beginners, есть на сайте Figma полезные статьи о том, как использовать там экспорт, выбор слоев и так далее, которые я вам сейчас рассказал. В текстовом формате, с картинками, все это описано. Я его скину тоже в общий чат с ссылками. Думаю, что будет вам полезно. Напишите, пожалуйста, в комментарии ваши впечатления. Было хорошо, познавательно, чего не хватило. Даже хейтить можете, потому что это позволяет создавать что-то более информативное, и понимать, насколько это времени займет эта лекция, этот стрим, и на какую аудиторию это рассчитано. Потому что сейчас большая аудитория, и останавливаться на чем-то одном конкретном очень будет сложно. Поэтому тема очень обобщенная, и вот так вот. Да, вижу, что кому-то понравилось, но не вижу хейта. Точно, наверное, был какой-то хейт по поводу всей презентации. В принципе, все. Спасибо. Вот здесь в конце сейчас такая маленькая реклама. Мой ник. Можете по этому нику Telegram, Instagram и прочее, Slack, рабочие чаты писать, задавать вопросы. Постараюсь ответить лично в меру поступления вопросов.